Он четко понимал, моя цель пришествия не только это. Моя цель пришествия – дать избавление и открыть на небеса путь для каждого человека. Какая мне выгода? Я исцелюсь. Может быть, исцелишься. Ладно, тогда готов. Да нет, просто пусти Иисуса. Запусти Его не из-за того, что ты получишь, не из-за выгоды. Иисус должен был родиться в самом поганом месте, которое есть в Вифлееме. Не в самом лучшем, в самом поганом. Когда мы говорим о Рождестве, вообще рождественская проповедь сложная. Я уже 23 раз проповедую рождественскую проповедь. И казалось бы, что еще сказать? И что нужно выдумать? Я думаю, ничего выдумывать не надо. Ничего не надо выдумывать, потому что сама история Рождества, она великая, она уникальная, она настоящая. Люди ждали Мессию. Израиль ждал Мессию, он находился под оккупацией римлян, они хотели свободы, они хотели победы, они ждали, что придет Мессия, он явит спасение. И они думали, он придет как царь, он придет круто, он придет на супер каких-нибудь ангелах прилетит, супер вертолетах белых, на белом лимузине подъедет, выйдет и скажет: ребята, я ваш Мессия. Все скажут: аллилуйя. Он говорит: я вас спасу, аллилуйя. И знаете, все думали, что так круто придет. И римляне попрут, и он скажет: и они разлетятся, и все римляне побегут в страхе. И он будет как Давид, побеждающий Голиафа, и всех победит, и всех замочат врагов Израиля, и будет хорошо. Все ждали вот такого крутого начала. Как вот если бы так было. Они даже не думали, что по-другому может быть. Как Бог может прийти на землю? Только круто, только по-настоящему. Когда один прокаженный полководец, ему сказали, он пришел к пророку Израиля, сказали, пророк даже не вышел, говорит: окунись там в речке Иордане 7 раз. И когда тот говорит: в смысле? Он посмотрел на Иордан. Извините меня, Волга, вот эта река. А Иордан, кто со мной в Израиле был, вы, наверное, знаете, да? Такой, и в некоторых местах с разбега перепрыгнуть можно. У нас есть БАК, Большой Алматинский канал, вот примерно вот такого же плана, БАК больше, да? Конечно, в некоторых он разливается в местах Иордан шире, но в других уже. Вы знаете, и когда смотришь, и он сказал: чего в этом Иордане? У меня случилась такая с Ларисой. Когда мы первый раз в Израиле были 21 год тому назад, и мы ничего не понимали, потому что гид был английский, а я только учил английский. И мы через слово понимали. И когда нас привезли в какое-то место, байдарки выдают, вот такие надувные байдарки, и сказали: плывите вот там, и там мы вас поймаем сетями. Они перекрыли речку всю и ловили всех паломников. И вот нас целый автобус на байдарках, мы плывем. Я думаю: зачем я в Израиль приехал? Какие-то байдарки. Интересно! Проплыли на байдарках, и все, залезли в автобус, все классно. Я говорю: а что за речка-то была? Арык что забыл? И гид говорит: это Иордан. Я говорю: тот самый святой Иордан. Пустите меня к Иордану. Знаете, этот момент встречи с Иорданом я пропустил, даже не понял, что это был момент встречи с Иорданом. С тем самым Иорданом, который я представлял, что он как Волга разливается и орошает земли. А он вообще вот такой узкий, вот до стенки вот так вот, чик, вот такой ширины. И когда я смотрел, я думал: Господи, как я пропустил. У меня было одни впечатления, а оказалось все совершенно иначе. И этот полководец стоит: что я буду в этой речке кунаться? Зачем мне это надо? И ему говорят: что тебе трудно, что ли? Вломы, что ли? Что ты? Тебе сказали бы: прыгни через голову, сальто сделай, пройдись по вершине небоскреба, ты прошелся. Да. А что, тебе трудно окунуться? Не трудно. Да окунись же! Ты ж прокаженный, хоть что-нибудь сделай. И вы знаете, и он сделал такую простую вещь. Окунулся и получил полное исцеление. Аминь скажем, а? Иногда люди хотят, чтобы было сложно. И хотят, чтобы все было сложно. И Бог — это сложно, они говорят. И когда ты приходишь к Богу, это сложно. Это сложно. Ты пришел к Богу, это не так все просто здесь. Ты здесь, я иногда в какие-нибудь церкви заходишь, там так сложно, ты даже не поймешь, что надо делать. И все что-то делают, а ты не понимаешь, что надо делать. И когда приходят к людям, говорят: к Богу не так все просто. Вначале вот это, потом это, потом это. За этим начинается 2 раза. Если 2 раза не сделать, тогда 3-й раз начинается. А если 2-й раз хорошо сделать, тогда 3-й начинается. И человек думает: что же надо делать-то, Господи? Куда молиться, в какую сторону?
Люди религиозно озадачены сторонами, направлениями света, а Господь все по-другому. Все в Израиле думали, Он придет на белом коне, Он придет красиво, Он придет правильно, Он вытащит свой огненный меч, и Он всех врагов поразит, и наступит для нас благодать и Царство Божье. И многие до сих пор хотят, чтобы вот так Царство Божье на земле пришло, так называемые царственники. Царство Божье на земле. Они забывают, что вся земля и дела на ней сгорят. Кстати, 21 число прошло, волновались, нет? Пережили? Просто у них календарь закончился в мае. И все новости, конец света. Я думал, какая лажа, какой обман. Но все чего-то ждали, предвкушение, все равно кто-то напрягся. А некоторые сообщили, что в этот день не выходят на работу. Причина в связи с концом света. И когда все ожидали чего-то такого грандиозного, величественного, чего-то большого, чего-то мощного, чего-то такого славного, вдруг происходит все совершенно иначе. Вдруг все происходит не так, как ты запланировал. Сценарий написан так. Неиман ждал, что будет так. Он принесет огромную кучу денег. Пророк выйдет, так рукой сделает. Потом скажет, так, ты передвинь сюда чуть. Потом скажет, еще денег давай. И он еще даст денег. Чувствую, сейчас, дави. А он говорит, просто окунись в речке. Когда все ждали Мессию, и где же Мессия? Весь Израиль ждал. А он, Мессия в чреве матери, на Ишаке, из Назарета, идет в Вифлеем, через весь Израиль. И Мария сидит уже, и когда дело уже к Вифлеему, а Вифлеем это тот город, та деревня, в которой родился Давид. И по закону нужно было туда прийти, потому что перепись населения была. А там раньше перепись была такая, где родился, там и переписываешься. Слава Богу, у нас перепись не так. То многим из вас на Дальний Восток пришлось ехать. Где родился, да, и вот он едет, они идут через весь Израиль. И она уже все. А знаете, когда длинный переход, иногда случается, что происходит, начинается, вода пошла. Рождение начинается. И она смотрит на Иосифа и говорит, началось. Иосиф, что началось? Все. Быстро. И вот вы знаете, в этот момент у Иосифа начинается испуг. Что делать? И он начинает носиться. А дело к тому, что перепись. Все люди заранее приехали, гостиницы заняли, все номера забиты. Все забито, мест нету. Цены сразу же растут вверх. Чуть что, сразу цена вверх поднялась. Все цены запредельные. И ладно запредельные, нету места. А кому нужна сейчас еще есть роддом устраивать? Гости спят, а тут кто-то... И вот что происходит дальше? Он находит какой-то хлев. Самое поганое место, которое можно найти для вот женщины. Мы картинки видим, Иисус, там вот здесь мы сделали постановку, Иисус, там солома какая-то. Ой, как красиво. А некоторые еще баранов, там бараны, быксы, ишаки смотрят. И все так красиво на картинках. Но сейчас в реальной жизни, представьте, электричества нет, мрак, не средневековье, древний мир. Древний! Это даже не дом, а это пещера какая-то. Выемка в полной темноте, в полном мраке. И когда тебя Иосиф привозит и говорит, давай сюда, что, рожай, где? Я представляю, как она смотрит вот на этот сарай. А знаете, в тюркском языке слово сарай обозначает дворец. Откуда это пошло? Когда Иосиф стал говорить, ой, я тебя во дворец везу. Она говорит, так это же сарай. Он говорит, ну ты представь дворец. Вы думаете, вы в церкви, а представьте, вот здесь сзади меня вот такая дворец. Вот мы во дворце, вот здесь колонны такие. Вы думаете, это не сарай, это дворец. И она должна была, она смотрит, коровы, быки. Ужас. И он говорит, ложись. Куда? На травку тебе подстелить? И вот в этот кошмар приходит Иосиф тоже, поймите, он не акушер. Он перепуганный, смотрит, что происходит. Никого нету в помощниках. Он, Иосиф, Мария. Ужас. Рождается Иисус. Это не то, что там картинки все такие, ой, да, ой,
Иисус так засветился. Мария с плачем, с болью, с отверженностью. Что со мной происходит? Почему так все случилось? А это в Божьем сценарии. Иисус должен был родиться в самом поганом месте, которое есть в Вифлееме. Не в самом лучшем, в самом поганом. Для чего это надо? Чтобы показать, вот как Царь Небесный приходит на землю. Все ждут Его так, в самых лучших местах, а Он приходит в самом поганом месте. Все люди думают, что Бог приходит только к правильным, к праведникам, таким правильным, таким умытым, причесанным. Сразу же приходит к фарисеям, говорит: мир вам, фарисеи. Фарисеи говорят: мир тебе, Иисус. Слава Богу, что ты присоединился к нам. Мы тут такие набожные, мы каждый день Библию читаем, мы все знаем. А Он приходит в сарай и рождается во мраке наших сердец. Он приходит в сарай твоей жизни, чтобы превратить его во дворец. Аллилуйя! Можно похлопать, а? Он приходит в сарай, чтобы сделать из него дворец, чтобы очистить его. Вокруг всей этой истории было множество героев. Разных героев, которые соприкасались с этой историей. И мой вопрос такой: когда кто-то рождается от Бога, у него наверняка есть цель. Какая была цель у Иисуса? Многие не понимали, когда Он родился, какая у Него цель? Зачем Он родился? Для Марии это младенец, его нужно защищать. Ее цель защищать. Для Иосифа цель снабжать, оберегать, вести. У каждого своя цель. Когда Иисус пришел на землю, люди ожидали, что Его цель пришла, чтобы сделать чудо. И они ходили толпами за Иисусом. Зачем? Они ходили, чтобы получить вечную жизнь, или ходили, чтобы поесть, одеться, чтобы исцелиться, от бесов лишних избавиться. Ну, от всех бесов лишних не бывает. Избавиться от тьмы. Они ходили за Иисусом. Они ходили за Иисусом, потому что у них есть куча своих проблем. И они ходили за Ним как за помощью, как за тем, за личностью, которая решит мои проблемы. Большинству из нас Бог нужен не просто потому, что Он нужен, а потому, что у нас есть проблемы. Большинство из нас приходят к Богу, потому что мы попали, залетели, что-то случилось, что-то нехорошее произошло. Нам плохо, горько, одиноко, нам убого, нам трудно. Мы пришли к Иисусу в отчаянии: Господи! И нам кажется, что это и была Его цель. За Ним ходили толпы. Когда Он ходил по Израилю, толпы людей ходили. И они хотели посмотреть, им было интересно, им нравился Иисус. Он крутой, Он настоящий. И они говорили: смотри, какая сила Божья с Ним. Смотри, как Бог Его использует. Наверняка это Мессия. Он мне все дает. И кормит, и любит, и заботится, и ободряет. И я даже почувствовал себя светом миру. Помнишь, вчера он говорил, что я свет миру? А еще он сказал: я соль земли, я соляю. Вау! Он меня ободряет, вдохновляет. Ох, как мне хорошо с Ним. И за Иисусом ходили толпы. И им было интересно поглазеть, послушать, что же Иисус им даст на сегодня. Это Его была цель? Это была цель Его пришествия на землю? Чтобы только исцелить, только накормить, только благословить? Чтобы только позаботиться, гуманитарку раздать? Чтобы нам было интересно Его послушать? Чтобы нам чему-то научиться? Он понимал, что это всего лишь путь к самому главному. Путь к самому главному, к Его цели пришествия. Он четко понимал: моя цель пришествия — не только это. Моя цель пришествия — дать избавление и открыть на небеса путь для каждого человека. Кто-нибудь скажет аллилуйя? Дать каждому человеку открытые небеса, подарить небо земле, чтобы соединить мостом небо и землю, чтобы соединить на века, чтобы любой приходящий к Господу имел путь к небесам. Вокруг истории рождения Иисуса было много героев. Каждый герой имел свою роль и свое отношение. Давайте начнем перечислять. Самый главный герой. Я думаю, самый главный герой в Рождестве, конечно же, Иисус. Но второй по важности, самый главный герой — это Мария. Это маленькая девушка. Давайте откроем Евангелие. Маленькая девушка от Луки. Откройте вместе со мной 1 главу.
Евангелие от Луки, 1 глава, если у вас есть Библия, страница 61 в Новом Завете. В 6-й же месяц, 26 стих, в 6-й же месяц послан был ангел Господень, Гавриил от Бога, в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифа, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, подойдя к ней, сказал: радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы было это за приветствие. И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, и он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет он царствовать над народом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу: как это будет, когда я мужа не знаю? Ангел и сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, зачала сына в старости, уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се раба Господня, да будет мне по слову твоему. Все вместе скажем: раб Господень. Я раб Господень. Да будет мне по слову твоему. Вы знаете, когда мы говорим о Марии, Мария проявила кротость, послушание. Она привела Иисуса в этот мир, на эту землю. Мария стала каналом прихода Иисуса на эту землю. Каждый из нас может стать каналом прихода Иисуса в эти хлева, в эти сараи жизни людей. Каждый из нас может сказать: Господь, моя цель. У Иисуса цель умереть за всех, а моя цель принести Иисуса в жизни людей. Каждый может взять на себя эту миссию. К сожалению, многие христиане не берут на себя эту миссию. Они слишком заняты. Они себе выбирают другую миссию. Они говорят: мы чисто пастухи. Мы чисто пастухи. Мы работаем, у нас трудности. У нас проблемы. Мы пастухи, мы пасем баранов, и у нас бизнес, все нормально. Мы на работу ходим каждый день, у нас начальник злой такой тварь. Но иногда мы ходим на собрание, и когда ангелы Господни встают, ну-ка, ангелы Господни, встаньте. Давайте попробуйте аллилуйя Генделя с первой ноты. Давайте попробуем. 3-4. Еще раз. Надо было выше взять. С ангелами работать надо. Но стойте. Вот ангелы стоят, поют. Здесь пастухи баранов пасут. И вдруг они смотрят на это зрелище. Господи, какие они. Еще раз аллилуйя. 3-4. Все. Эти ангелы стоят, толпа. Они на бизнесе, на работе, у них начальник злой. И ангелы говорят: идите, найдете младенца, идите, посылайте нас. Слушай, начальник злой, тварь противная такая, слушай, прибьет, зарежет, слушай. Еще раз посылайте. Где мы найдем младенца? В хлеву, в яслях, да? Там младенцы, ты что, совсем что ли, а? Мы гастарбайтеры с Узбекистана, Кыргызстана. Мы знаем, младенца не бывает в хлеву. Слушай, какой нормальный женщина будет там рожать? Еще раз посылайте. Ладно, иду. Многие выбирают себе функцию вот этого очарованного радостью пастуха, который занимается своим делом. Вдруг светопредставление, раз в год, аллилуйя, он пришел в церковь на собрание. Слушай, хорошо здесь, однако. Но у меня работы весь год.
встретимся на Пасху. И они такие, знаешь, пасхально-рождественские яйца, хотел сказать, зайцы. Между Пасхой и Рождеством они где-то все, бизнес, работа. Слушай, знаешь, ты где? На работе. И вот они приходят, увидели Марию, Иосифа, младенца. Умилились точно. Слушай, прав был, однако, а? Всю правду сказал. Поклонились, поулыбались и ушли. И больше не приходили. Вот такая роль в Рождестве. Мария выбрала себе роль нести Мессию на эту землю. Она сказала: да будет мне по слову твоему. Я раба Господня. Ангелы просто пастухи просто впечатлились. Они впечатлились, они любят хорошее собрание, хороший концерт, хорошее мероприятие. Они пошли, засвидетельствовали почтение, побывали один раз, до свидания. Мария вынашивала Иисуса в сердце. Как быть Марией? Вынашивать Иисуса для какого-то человека, чтобы привести и дать ему Спасителя. Каждому человеку нужен Спаситель. Каждому человеку нужен Иисус. Аминь, драгоценный. А? Кому нужен Иисус здесь в жизни? Мне нужен. Я получил его однажды, пришел и сказал: Господи, я хочу тебя. И вот Мария, она была у меня своя Мария, которая принесла мне Иисуса. И я был своей Марией для кого-то. Один человек недавно написал: Максим, спасибо тебе. Ты проповедовал, и я покаялся. И я подумал: вау. Я был, так сказать, участником этого процесса. Вчера нас друзья пригласили в ресторан покушать, и мы кушаем, и вот заходят наши друзья. И смотрю, прославители, все. И я смотрю, думаю: вау! Оксана, Эдуард, да, они зашли, дети, там еще Ажибековы, и пришли все, Абишевы, пришли там раз, и сидят, и я подошел радуюсь, смотрю, детей куча, все, а потом гордость такая внутри. Подумал: вот если бы не я, они бы никогда бы не встретились. Я говорю, если бы я не халилуя, если бы я в Америку аллилуйя сделал, они бы все в разных местах, все. А я подумал: и есть моя заслуга отчасти, да будет мне по слову твоему. Вы улавливаете мысль? Когда ты посмотришь на человека и понимаешь, что кусочек твоей жизни, ты себя чуть-чуть принес им Иисуса, но ты выносил этого Иисуса для них. Когда ты получил Иисуса, уже следующий вопрос тебе. Ты можешь оставаться духовным младенцем навсегда. И апостол Павел говорит: судя по времени, вам нужно уже вырасти, типа. А вы все еще младенцы. Ой, я переживаю, у меня депрессия, у меня там озабоченность духовная. Пастор, молись, у меня опять с башкой что-то неправильно. Он говорит: судя по времени, вот сколько времени вы уже здесь, нужно уже быть, вот как Мария, принести Иисуса кому-нибудь, духовно зрелым, то есть, заботиться о других людях. Судя по времени. И принести Иисуса. Может быть, ты выбираешь себе роль такую, сидеть потом под ангелами и впечатляться каждое Рождество, как ангелы поют аллилуйя, как они громогласно и радоваться. Ой, да, на земле мир, в человеках благоволение. Я запечатлелся, сфотографировался. А можно сфотографироваться? Давай, быстрее, пока не еще. Гавриил, ближе. Потом всем показывают: вот я там был. Я тоже участник. Когда я кому-то показал фотографию, я говорю: вот здесь место, где апостол Божий возложил на меня руку, и я принял помазание для начинания этого дела. А кто говорит: я там тоже был где-то. И что ты делал? Не знаю, в носу ковырял. Ты бы и не хотел сказать: я тоже принимаю. Да, меня там жена кричала: пошли в кафе, а то очередь сейчас будет. Да это была молитва, ты куда бежал? Да в туалет там, знаешь, вообще силы не было. Постой, это же была передача помазания. А ты где был? Мы чисто быстро сбегали: Мария, Иисус, аллилуйя, слава Богу. Все, извините, мы рванули на работу. Ребята все классно видели, сфотографировали с Иисусом, с Марией. На Фейсбуке разместим.
кто ты. Рождество Иисуса Христа. Были еще другие герои. И можно разную роль выбирать. Была Елизавета, женщина, которая носила во чреве Иоанна Крестителя. И Дух Святой нашел на нее. И когда она увидела девушку с Иисусом во чреве, Марию, она стала пророчествовать. И она сказала: благословенна ты. И она говорила ей слова Божьи. Может быть, ты та Елизавета, которая всю жизнь была неплодная, но стала плодной по одной причине. Чтобы родить на землю предтечу Иоанна Крестителя. Ведь все вокруг Иисуса. И она пророчество, ее слова сохранились до сегодняшнего дня. Кто я? Может быть, ты Иоанн Креститель, тот дикарь в пустыне, который бегает по сцене и кричит: аллилуйя, приготовьте, выровняйте свои пути, Иисус идет. Может быть, ты как тот, который разводит пробки в жизнях людей и пытается вырулить, чтобы они подъехали к Иисусу. Может быть, ты тот, который направляет машины, помогает из этой пробки вырулить людям, которые простояли не часами в пробке жизни, и кричать: иди к Иисусу! Иди к Иисусу! В этой истории были старцы. Анна и Симеон, да? И они сегодня в спектакле, они были такие молодые, а в действительности они смерти ждали. И Бог им сказал: пока не увидишь, не умрешь. И многие из вас ждут смерти, да? Пока не увидишь, не разрешишься. Пока не увидишь Мессию своими глазами. Многим людям нужно просто встретиться с Иисусом. Может быть, ты ждешь Иисуса многие годы. И ты просто рядом с Иисусом находишься. И этот момент, когда тебе нужно увидеть, встретиться с Иисусом. Аминь, драгоценные. Нам нужно привести старикам Иисуса, чтобы они поднялись и сказали: это Иисус, Мессия, мои глаза увидели. История продолжается. Есть волхвы. Откуда волхвы пошли, драгоценные мои? С севера пришли они? С востока. Давайте на карту посмотрим, что на востоке от Израиля. Берите восток, это где-то Средняя Азия, аминь? Многие там думают, эти волхвы пришли откуда-нибудь из Лондона. Никуда не из Лондона пришли. Волхвы — это наши родственники. Агашки наши, Агашка там. Это наши волхвы, они пришли. Они шли не один день, не 2 дня. Они шли долгий путь. И они пришли. Это спонсоры, это партнеры, эти волхвы, которые принесли дары, чтобы Иисус с Марией могли просуществовать. Им нужно было воспитывать Иисуса. Почему Иосиф не мог заботиться бизнесом? Потому что они убежали в Египет. Вы помните эту историю? Они убежали в Египет. За какие шиши там существовать? Вы поймите, фараон такой человек. Работу за границей трудно найти. Но у них сундук с золотом лежал. Откуда сундук золота? Средняя Азия помогла. Так или нет, а? Я не знаю размер сундука. Многие обсуждают размер. Но какой бы ни было, оно приятно. Когда меня спрашивают: Максим, кто партнеры телеканала СНЛ? Я вам ответственно заявляю, что основная масса наших партнеров, основная, процентов, наверное, 70, это Средняя Азия и в основном Казахстан. Аминь. Это волхвы, которые видят звезду и идут за звездой Иисуса. Они идут в направлении. И она то исчезала, то появлялась. И когда они уже пришли, они уже не могли сориентироваться. И вдруг появляется звезда. Они возрадовались: опять звезда, аллилуйя. И они идут за этой звездой, за путеводной звездой. Они идут за звездой куда? К Иисусу. Принести свои дары, чтобы Иисус был сохранен. Когда люди приходят и говорят: мы партнеры, мы поддерживаем телеканал ваш, служим вам, поддерживаем. Я говорю: нашей церкви не нужны ваши деньги. Многие пасторы ходят по другим церквям, чтобы собрать для своей церкви деньги. Я не хожу, я говорю: не надо. Бог нас благословил, мы сами о себе позаботимся, мы еще о других хотим заботиться. Но вместе давайте поддержим благословение, которое Бог распространяет через эфир.
И эти волхвы, они приносят свои дары, подарки, они склоняются перед Иисусом и говорят: Иисус, прими дары, золото, ладан, смирно. Я не буду обсуждать значимость каждого дара, но сам факт, что они прошли длинный путь, чтобы принести дары Иисусу. Может быть, твоя роль в этом – пройти длинный путь, и чтобы поддержать Божье дело, чтобы поддержать благовестие, чтобы поддержать Иисуса в жизнях людей. Может быть, твоя задача быть тем самым спонсором, партнером, чтобы донести Евангелие, чтобы Евангелие могло возрасти и донестись до каждого. Вы знаете, в этой истории был также еще негодяй, Ирод. Завистник, гонитель, человек, который хотел убить Иисуса. Многие люди, когда получают Иисуса в свое сердце, вы испытывали вот эта первая реакция твоих знакомых, друзей, которые начинают, как ироды, вдруг ни с того ни с сего, твоя любимая тетя выпучивает глаза и орет: я тебя спасу, выплюнув сигарету из зуба, открыв, выпучив свои пьяные глаза. Я тебя спасу из этой секты. Эти ироды, они хотят убить Иисуса с самого начала. Они понимают, что если ты будешь с Иисусом, и ты возрастешь в Иисусе, потом это невозможно исправить. Но как только Он родился, надо истребить, надо истребить. Я проходил свой путь, и моя родня выступала в виде иродов. Выгоняли из дома, рвали Библии, кричали, материли Бога, и говорили, что Бога нет, убеждали. Но Господь чудным образом проводил мимо и вывел нас из этого проклятия. Аминь, драгоценные. Кто испытывал из вас, когда вы пришли к Иисусу и сказали: я теперь верующий, аллилуйя, такой радостный, приходишь: мама, папа, друзья, знакомые, детки мои, я верю в Господа, аллилуйя. Такой, и тебе ты говоришь: чего? Все, ты стал ненормальным. Нет, я больше не пью, не курю, не гуляю. Слава Богу. Ужас. Что ж ты будешь делать, если тебе не пить, не курить, не гулять? Я Библию буду читать, молиться буду, исцелять. Ты что, серьезно? У кого было такое, что вот эти такие лица вы видели? Кого из вас спасали от Иисуса? Иисус тебя спас, а тебя пытались спасти от Иисуса. И чаще всего это кто? Самые близкие. Самые родные. Кого из вас спасали дети, пытались от Иисуса спасти? Кого родители пытались спасти от Иисуса? Кого родственники пытались спасти? А знакомые, одноклассники или... Вот это категория людей, которые принимают работу Ирода. Я тебя спасу. Я этого Иисуса поймаю, я его убью. Есть работа Иродов. Каждый в этой рождественской истории занимает свое место. Одни люди дистанцируются от Иисуса, как пастухи. Они выполнили свою роль, посмотрели. Другие люди заботятся об Иисусе. Они поддерживают. Третьи люди кричат: идите к Иисусу, идите к Иисусу, идите. Вы знаете, вся история вокруг Иисуса. Все вокруг Иисуса. Кто-то вскармливает Иисуса в твоей жизни. Были люди, когда ты только покаялся, уверовал, и появился какой-то духовный наставник, который говорил: слушай, вот это, а у тебя вопросы, там у тебя все плачет, ты не знаешь, ты как младенец. И кто-то приходит: стой, давай вот так. Наставничество было? Кому-то нужен роль Иосифа. Знаете, одна из самых сложных ролей во всем этом мероприятии – это роль Иосифа. Знаете, он мог обидеться больше всех. Представляете, приходит с женой, встречается, а она беременная. Еще говорит: ангел там какой-то. Красивый ангел приходил, сказал: Дух Святой придет. Кто пришел? Смотрит, у девочки. И он все. И он понимал, что сейчас он должен закричать, порвать одежду и сказать: смотрите, блудница. Ее должны забить камнями и все. И он должен по закону, он добрый. И он ей говорит: давай, вали отсюда. Ты хорошая девчонка, давай все по-мирному сделаем, исчезни просто. Убеги куда-нибудь, я не хочу, чтобы тебя убили. По закону тебя надо убить, я не хочу убить. Она плачет, как ей объяснить? Сейчас представляете ее отчаяние. Она что, виновата? Попала в переделку.
вот там. И тогда Иосиф ложится спать. Мне Гавриил нравится в этой всей работе. Он ходит, всем что-то рассказывает. Он устраивает спецэффекты. Я люблю спецэффекты. Он заходит, то туда зашел к этому старику. У тебя будет сын. Серьезно? Точно. Ты молился. Как я узнаю? Заткнись и узнаешь. Приходит к Марии. Мария забилась в угол в своей кровати. И он говорит: радуйся, Господь с тобою. Родишь сына. Он приходит. И вот теперь Йосиф, который хороший культур-мультур человек, добрый. Ну, согласись, добрый парень. Не стал, хотел ее тихо отпустить, чтобы ее не убили. Хотя по закону надо было блудницу забить камнями. По его мнению. И вдруг Гавриил говорит: сейчас, секундочку. Он уснул. И ангел умеет нырять в сны. Он подходит, череп раскрывает. И Иосиф. И Гавриил говорит: не выгоняй ее. Возьми, заботься о ней. Это от Бога. Просыпается. Подбегает Мария: все нормально, воды хочешь, нет? Аминь или не аминь, а? А когда Ирод свою армию собрал, чтобы убивать, и ангел прибегает, в голову он говорит: беги! Беги! Куда? В Египет! В Египет! Иосиф соскакивает: в Египет! Сейчас побежали! Мария говорит: ты что, все нормально? Нет, он опять приходил быстрее в Египет, с ним шутить не надо. Он сказал: в Египет. Я понял, надо бежать. Собрались монахи, рванули в Египет. У каждого своя роль. Но все роли вокруг Иисуса. Кто-то близко, так близко, что под сердцем Иисуса носит. Кто-то далеко, так, чтобы издалека увидеть, возрадоваться. Но есть еще одна роль во всей этой истории. Это жители маленького города Давидова, у которых были корыстные цели. Там же кесарь приказал сделать перепись. И все рванули в свой город. А люди пришли, жить-то негде, они давно оттуда уехали. И они задрали арендную плату в 10 раз. И они стоят, деньги считают. Перепись длится короткий срок. Это время заработать хорошие деньги. Они добрые люди, но они с мозгами люди. Они знают, где выгодно вложить, где выгодно продать. Они умеют высчитывать выгоду. И вдруг, когда приходят, уже все гостиницы забиты, все номера, и они каждый номер по несколько семей пытаются засунуть, чтобы побольше денег. И они все деньги, даже на кухне, под столом. Помните, в Советском Союзе было у нас, когда под столом на кухне спали, к друзьям приходили. Я помню, когда мы кому-то приходили, там 20 человек приходят в двухкомнатную квартиру, и ночью просто страшно ходить вот так, через людей ходишь. У вас было такое, нет? Даже кто-то в ванне когда-нибудь спал или нет в гостях? И вот они везде народ забили, деньги прут. И вдруг приходит Мария с Иисусом. Эй, быстро. Они думают: сейчас представь, вот сейчас у тебя полный дом людей, а здесь сейчас кто-то рожать будет. Это же нужно всех выгнать. Это какие потери пойдут, Господи, ты же меня благословить хотел. А здесь какая-то евангелизация, Иисус, что пришел на эту землю. Ну, конечно, пусть придет, но почему так не вовремя? Почему, когда самая пруха, Бог говорит: давай жертвуй? Почему, когда вот все хорошо, почему именно в этот день? Знаете, как одна сестра выбрала день, и она работает в одной, она услуги оказывает, и сказала: вот этот день я посвящаю Господу, всю выручку посвящаю Господу. И говорит: Максим, не поверишь, этот день 0 плюс-минус 2-3. Следующий день 0 плюс-минус 2-3. Этот день как будто все очнулись. И кто-то их подтолкнул, уколол какой-нибудь Гавриил. Иди быстро, стригись. И говорит: как не нормально. Я, говорит, весь день с ножницами, мне уже пальцы под вечер вот так делали.
весь день. Он говорит, я за один день столько заработала, сколько перед 8 марта и Новым годом не зарабатываю. Он говорит, это что-то невероятно, это что это такое? И она говорит, я поняла, с Богом шутить не надо. Если ты такой даешь обед, в этот день пруха начнется. И знаешь, как трудно было? Вам, говорит, легко, вы десятину только даете, а я вот это все решила. Но принесла, наверное, все. Именно в тот день, когда самый высокий уровень сдачи арендных квадратных метров, вдруг приходит Иисус. Впустите Иисуса. Он рожаться сейчас будет. Он родится на этой земле. Мы, конечно, любим Иисуса. Пастор, пойми, но у меня бизнес, дела. Я еще молодой. Еще рано. Пастор, не торопи меня. Я на Рождество приду, честное слово. Иосиф стучится в другую дверь. А у меня жена будет Мессию рожать. Можно здесь комнату? Нет. Давайте потом. Потом не надо. Сегодня день спасения. Многие люди, они на потом откладывают Рождество Иисуса в своем сердце. Он говорит, все стою у дверей сердца и стучу. Откроет ли кто-нибудь свою жизнь и скажет, заходи, я хочу, чтобы ты родился в моей жизни. Многие культурные красивые дворцы, нам неудобно пускать Иисуса в наш дворец. И когда обошли весь Вифлеем, Мария говорит, Иосиф, быстрее, где найдется место? И одна добрая душа говорит, слушай, там сарай есть, там никто с тебя деньги даже не возьмет. Иди туда, там на окраине города. Почему-то Иисус легче приходит к людям, у которых в жизни сарай. Когда приходишь к человеку культурному, интеллигентному, образованному, у него своя гостиница, своя территория, свое место, все чистенько, правильно. И снаружи он такой правильный, классный. Ему трудно впустить Иисуса. Ему трудно сказать, Иисус, войди в мою жизнь. Ему трудно, он слишком занят. У него места мало, и не хватает для Иисуса места в его сердце. А люди, которые на дне, которые отчаялись на что-то надеяться, люди, которые живут как в хлеву, у них находится место для Иисуса Христа. Аминь, драгоценные. Аминь. Небеса радуются, когда кается какой-то грешник, а я радуюсь, когда культур-мультур кается, когда интеллигент кается. Еще больше радуюсь. Я понимаю, что в хлев люди приходят от отчаяния, но когда человек с образованием, знанием приходит к Богу и говорит, вот моя жизнь, я посвящаю тебе. Я понимаю, что ему пришлось поступиться многим. Аминь, драгоценные. Многие наши зрители спрашивают, почему 20 лет назад, когда была разруха, и мы все были нищими, люди бежали к Богу. Люди толпами шли в церкви. Господи, приди в мой сарай. Но теперь люди обработали свои сараи, обои наклеили, электричество провели, канализацию сделали, гафелем положили все. И теперь они не бегут за Иисусом. Они говорят, у меня, конечно, не сарай, но и не дворец, но так нормально. 3-комнатная квартира в хорошем районе. Ну хорошо, давай впустим Иисуса Христа в жизнь. Аминь, драгоценные. Это самое важное. Давай впустим Иисуса Христа в свою жизнь. Может быть, ты стал такой правильный, и ты добился результатов, и ты добился успеха, и стоит Иосиф с Марией возле твоего дома и стучится. Впусти, пожалуйста, впусти. Иосиф просит, впусти, пожалуйста. Пожалуйста, впусти. Многие спрашивают, а что я с этого иметь буду? Как ты не понимаешь, ты будешь иметь Иисуса, Мессию?
И Он придет в твою жизнь. Аж какая мне выгода? Я исцелюсь. Ну, может быть, исцелишься. Ладно, тогда готов. Да нет, просто впусти Иисуса. Запусти Его не из-за того, что ты получишь, не из-за выгоды, а пусти Иисуса. Из-за того, что Он Божий Сын. Из-за того, что Ему нужно куда-то прийти. И Он говорит, стою у дверей и стучусь. Он говорит, стучусь в твою жизнь. Впустишь ли ты меня? Аминь, драгоценные. Я обращаюсь к каждому человеку в этом зале. Пожалуйста, склоните свои головы. Я обращаюсь к каждому человеку, кто находится сейчас здесь. Возможно, ты сейчас видишь меня в этом прямом эфире. Какая твоя роль в Рождестве? Как пастуха, который занят делами, но рад, что Иисус родился. Как Мария, которая спустила Иисуса, приняла от Бога и подарила Иисусу этому миру. Может быть, ты как Мария, хочешь подарить Иисуса всему миру. Может быть, ты как Иосиф, который защищает Иисуса. Может быть, ты как Иоанн Предтеча, который говорит, приготовьте пути, Господь грядет. А может быть, ты Ирод, который хочет убить Иисуса в жизнях людей. И ты преследуешь их, преследуешь людей за веру в Господа. Может быть, ты тот волк, который приходит и поддерживает Иисуса своими финансами, участвует. Кто ты в Рождестве? Какая твоя цель? Каждый человек того времени был рожден для цели. Что-то связанное с Рождеством, что-то связанное с вечностью. Иисус стоит возле дверей твоего сердца, и Он говорит, открой дверь, открой дверь. Он хочет прийти в этот мир через тебя, через твою жизнь. Он хочет прийти в этот мир, чтобы подарить надежду, благословение, свет, любовь. Он хочет прийти в этот мир, чтобы дать надежду всему человечеству через твою жизнь. Я впускаю Иисуса в свое сердце. Господь, приди в мою жизнь. Начни распространяться в комнатах моего сердца. Заполни каждый уголочек. Иисус, Иисус, Иисус. Я не хочу оказаться, как те, которые не пустили Иисуса ввиду бизнеса, занятости, работы, суеты, дел. Я не хочу оказаться среди людей. Господи, я не хочу оказаться среди людей, которые были заняты своими делами. Я хочу оказаться среди людей, которые сказали: да, Господь. Может быть, твое сердце, как сарай, как хлев, и туда Господь пойдет, даже в самые грязные места, чтобы очистить светом любви своей. Если ты хочешь сказать: Иисус, прости меня, я каюсь. Если ты тот человек, который хочет сказать: я нуждаюсь в прощении, сегодня день спасения, пожалуйста, не смотрите по сторонам. Может быть, ты никогда этого не делал, но Иисус хотел бы сделать. Может быть, ты отступил от Господа, ты был с Господом, но отступил. Вчера мне один пастор позвонил и сказал: я был раньше пастором, но теперь я отступник. Я хочу вернуться в Рождество. Иисус говорит: я хочу прийти в твою жизнь. Если бы ты хотел помолиться молитвой покаяния сейчас, подними свою руку. Скажите эту молитву вместе со мной. Скажи: Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе. Я каюсь. Прости меня за безбожие. Прости меня. Я грешник. Я осознаю это. Иисус, омой меня Твоей кровью. Очисти меня. Подними руки к Иисусу. Скажи: омой меня, Господи. Я каюсь в своих грехах. Я грешен. Пусть кровь Твоя очистит меня. Господи, прости меня. Очисти меня. Иисус, Ты мой Господь.
Ты мой Спаситель. Моя жизнь для Тебя. Я открываю двери в это Рождество. И я говорю Тебе, Господи, войди в мое сердце. Иисус, господствуй. В моей жизни господствуй. Иисус, Ты мой Господь. Положи руку на свое сердце, будь закрытыми глазами. Это молитва покаяния. Писание говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Давайте вместе позовем Иисуса в нашу жизнь. Своими словами, можно шепотом. Но Писание говорит, нужно своими устами. Если ты устами этого не сделаешь, я не знаю, но Писание говорит, пусть шепотом, но своими устами. Покайся перед Господом. Своими словами скажи, что ты каешься. Поговори с Иисусом. Скажи: Иисус Христос, прости меня. Все люди в этом зале, давайте вместе обратимся к Иисусу. Поговори с Господом. Поговори с Богом сейчас. Поговори с Богом. Я каюсь в своих грехах. Иисус, Ты мой Господь. Ты мой Спаситель. Ты моя жизнь. Я люблю Тебя. Я для Тебя. Вся моя жизнь для Тебя, Господи. Я принадлежу Тебе. Иисус. Аллилуйя. Партнерство Бога и человека помогает сегодня менять реальность многих людей. Партнерство – это огромнейшая сила. В партнерстве есть что-то невероятное. Муж и жена, они партнеры. Партнеры в явлении славы Божьей. Вместе муж и жена могут сделать много великого, если они будут поддерживать друг друга. Благословенная жена, благословенный муж, благословенные дети. Партнерство имеет невероятную силу. Бог Отец послал Сына Своего на эту землю как партнера, который пришел и искупил нас от всякого греха, от проклятия. Партнерство – это невероятная сила. В партнерстве мы можем достичь великих вещей. Телеканал CNN нуждается в партнерстве. Почему? Во-первых, мы являемся первым христианским телеканалом, и у нас нету западных хозяев или западных спонсоров. Мы являемся нашими бывшими советско-союзными людьми. Во-вторых, многие люди ждут, что кто-то из Запада будет помогать. Но почему мы не должны помочь самим себе? Ведь это наша земля, ведь это наша родина, ведь это наша территория, ведь Бог нас поселил вместе, дал нам общий язык, дал нам общее видение. И почему бы нам не позаботиться о своей земле? В-третьих, партнерство – это зрелость. Когда мои дети были маленькие, я о них заботился, моя жена о них заботилась, мы их взращивали. Но когда они выросли, они стали нашими партнерами. Сегодня они участвуют в моей жизни, сегодня они поддерживают, я ожидаю от них партнерства. Драгоценный телеканал CNN проповедует уже много лет. И вы знаете, за эти 10 лет, которые мы вещаемся, а мы первый христианский канал на русском и украинском языке, мы ожидаем от наших зрителей участия. Конечно же, мы понимаем, что вы потребляете помазание, слово, проповеди, и мы делаем все, чтобы ваша жизнь менялась. Но знаете, пришло время, чтобы вам повернуться и сказать: я хочу поддержать то, откуда я питаюсь духовно. Телеканал CNN – это духовная пища на каждый день. Я прошу вас, пожалуйста, поддержите нашу работу. Примите активное участие в созидании телеканала CNN. Вместе мы можем очень многое сделать. Вместе мы можем принести изменения на эту землю. Вместе мы можем проповедовать Евангелие тем людям, которые еще не знают. Если вы утвердились, если вы уже во Христе, если вы укрепились, если вы зрелый человек, давайте вместе делать что-то великое. Я благодарю вас за ваше участие. Я хочу сказать спасибо тем, которые уже поддерживают христианское телевидение. Давайте вместе изменим этот мир. Давайте проповедовать Евангелие Иисуса Христа до краев земли. И нам не будет никакого ограничения. И мы с собой на небеса заберем миллионы людей. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за ваше решение и желание поддерживать христианский телеканал CNN. Вместе мы сила. И от себя лично я хочу сказать спасибо всем моим друзьям и партнерам. Спасибо за ваше доверие. Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Я сделаю все, чтобы Евангелие проповедовалось для наших людей на русском и украинском языках.
Пусть Бог благословит вас. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алма-Аты, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем CNL. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке CNL помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас.